Здравствуйте! Меня зовут Сергей Иванович, и мы рады приветствовать вас на нашем канале «Доктор здоровья». Иногда все происходит внезапно. Поскользнулся, задел угол, ударился плечом, ногой или боком. В первые минуты кажется ничего страшного, но проходит час, другой, и тело начинает тревожить. Появляется боль, распирание, тяжесть, а потом синяк, который расцветает на глазах. И вот тут большинство людей совершают главную ошибку. Делают не то и не вовремя. А ведь старые врачи говорили, первые 24 часа после ушиба решают, как долго вы будете восстанавливаться. В этом видео я подробно расскажу, что нужно делать сразу, какие простые средства действительно работают и почему раньше люди вставали на ноги быстрее. Если вам полезна тема здоровья, поставьте лайк и подпишитесь на канал прямо сейчас. Дальше будет самое важное. Когда происходит ушиб, внутри тела случается маленькая, но серьезная авария. Мелкие сосуды лопаются, кровь выходит в ткани, появляется отек. Именно от этого возникает боль и синяк. Старые земские врачи учили не бороться с телом, а помочь ему правильно остановить внутреннее воспаление. Самая частая ошибка – сразу греть место удара или активно растирать. Это усиливает кровоизлияние и делает синяк больше и болезненнее. Правильный подход – поэтапный. Сначала холод, затем покой, и только потом мягкое восстановление. Запомните это правило, оно простое, но именно оно отличает быстрое заживление от долгой боли. Если вы хотите знать, какой холод действительно помогает, а какой вредит, досмотрите видео до конца, дальше я объясню подробно. И не забудьте поддержать видео лайком, это помогает каналу развиваться. В первые часы после удара старые врачи советовали делать только одно – умный холод. Не лед прямо на кожу, а холод через ткань. Например, мокрое полотенце, охлажденное в холодной воде, или бутылка с прохладной водой, завернутая в ткань. Прикладывать на 10-15 минут, затем перерыв минимум на 30 минут, так 3-4 раза. Это сужает сосуды и останавливает внутреннее кровоизлияние. Никогда не держите холод дольше, можно повредить ткани. Это знали еще 100 лет назад, но сегодня об этом забыли. И еще один важный момент. Тело в этот период должно быть в покое. Никаких нагрузок через боль. Организм сам начнет восстановление, если ему не мешать. Чуть позже я расскажу, когда можно переходить к упражнениям. Это ключевой момент выздоровления. На второй день, когда острая боль утихает, старые врачи переходили к простым, но действенным народным средствам. Одно из самых известных – капустный лист. Его слегка отбивали ножом, чтобы выступил сок, и прикладывали к ушибу на 1-2 часа, фиксируя тканью. Капуста вытягивает отек и ускоряет рассасывание синяка. Второе средство – настой арники или календулы. Если нет арники, календула подойдет почти всем. 1 столовая ложка сухих цветов на стакан кипятка, настоять 20 минут, смочить ткань и делать компресс 2 раза в день по 20 минут. Это уменьшает воспаление и боль. Но важно знать один нюанс, о котором редко говорят, когда компрессы могут навредить и почему это зависит от дня после удара. Об этом я расскажу дальше, не переключайтесь. Теперь то, о чем раньше говорили только между врачами. Движение лечит, но только правильное и вовремя. На 2-3 день после ушиба, если нет веской боли, старые врачи рекомендовали мягкие, медленные упражнения для улучшения кровотока. Например, при ушибе руки медленное сгибание и разгибание без усилия. 5-7 раз, 2 раза в день. При ушибе ноги легкие круговые движения стопой, сидя или лежа. Никакой боли быть не должно. Цель не нагрузка, а пробуждение тканей. Именно так тело быстрее убирает застой крови. Многие игнорируют этот этап, и синяк держится неделями. Если вы хотите узнать, какие упражнения подходят для разных частей тела и чего категорически нельзя делать, обязательно досмотрите видео до конца. И прямо сейчас напишите в комментариях, что вы обычно делаете при ушибе. Важно понимать, синяк – это не просто пятно на коже. Старые врачи говорили прямо, пока синяк не рассосался, внутри еще идет восстановление. Именно поэтому нельзя торопиться и глушить симптомы агрессивными мазями без понимания стадии.
На третий-четвертый день после ушиба, когда отек уменьшается, можно переходить к мягкому теплу, но не грелки и не горячие ванны. Лучший вариант – сухое тепло, шерстяной платок или пояс на 20-30 минут. Это улучшает кровообращение и помогает организму убрать остатки застоя. Запомните, холод в первые сутки, тепло позже. Перепутали – получите затяжную боль. Именно об этом раньше предупреждали опытные врачи, и именно это сегодня чаще всего игнорируют. Теперь о простом средстве, которое использовали десятилетиями, но о котором почти перестали говорить – бодяга. Старые аптекари знали ее силу. Порошок бодяги разводили теплой водой до консистенции густой сметаны и наносили тонким слоем на область синяка на 10 минут, не дольше. Затем аккуратно смывали. Делали это один раз в день, не чаще. Бодяга усиливает микроциркуляцию и ускоряет рассасывание кровоизлияния. Но есть важное правило – никогда не использовать на поврежденной коже и в первые сутки после удара. Это средство работает только в правильный момент. Чуть позже я расскажу, чем заменить бодягу, если кожа чувствительная. Это особенно важно для людей старше 50 лет. Отдельно хочу сказать о питании в период восстановления. Старые врачи всегда говорили, тело лечится не только снаружи, но и изнутри. После ушиба организму нужен витамин С и белок. Простые продукты – квашеная капуста, отвар шиповника, яйца, рыба, холодец. Отвар шиповника – 1 столовая ложка плодов на 500 мл воды, кипятить 10 минут, настоять 1 час, пить по полстакана 2 раза в день. Это укрепляет сосуды и ускоряет заживление. А вот алкоголь даже для согрева под строгим запретом. Он расширяет сосуды и усиливает внутренние кровоизлияния. Об этом раньше знали все, но сегодня многие совершают эту ошибку. Есть еще один момент, который часто упускают – положение тела. При ушибе руки или ноги старые врачи рекомендовали держать поврежденную часть чуть выше уровня сердца, особенно в первые дни. Это уменьшает отек и ускоряет уход синяка. Например, при ушибе ноги подложить подушку во время отдыха. Это кажется мелочью, но именно такие мелочи и дают быстрый результат. Организм сам умеет восстанавливаться, если ему не мешать. В следующем абзаце я расскажу о простом растирании, которое использовали раньше и которое до сих пор работает, если делать его правильно. Когда острая боль прошла, старые врачи разрешали мягкое растирание, но не руками, а через ткань. Использовали камфорное масло или настой зверобоя. Настой зверобоя готовили просто. 1 столовая ложка сухой травы на стакан кипятка. Настоять 30 минут. Легкими круговыми движениями, без давления, 5 минут, 1 раз в день. Это улучшает лимфоток и ускоряет восстановление тканей. Если появляется боль, сразу прекращали. Здесь важно слушать тело. Впереди самый важный блок. Какие упражнения и средства помогают избежать осложнений, особенно если ушиб был сильным. Не пропустите и обязательно поддержите видео лайком. Дальше будет ключевая информация. Старые врачи всегда настораживались, если ушиб не отпускает больше 5-7 дней. Они говорили: застой – враг восстановления. Если синяк темнеет, уплотняется, появляется ощущение камня под кожей, это сигнал, что кровь плохо рассасывается. В таких случаях раньше применяли чередование тепла и покоя. Утром мягкое сухое тепло на 20 минут, днем отдых, вечером легкие упражнения. Такой режим запускал естественное очищение тканей. Главное правило – никакой спешки. Организм после 40 лет восстанавливается медленнее, но если делать все правильно, результат будет стабильным и без осложнений. Теперь о простом упражнении, которое использовали еще во времена земской медицины. Его называли «тихое движение». Суть – двигаться медленно, почти незаметно. Например, при ушибе плеча, сидя, опустить руку вниз и делать легкие покачивания вперед-назад, как маятник, 1-2 минуты, без боли, без напряжения. Это улучшает отток лимфы и убирает внутренний отек. Делать 2 раза в день. Старые врачи говорили, если движение не вызывает боли, оно лечит.
Этот принцип актуален и сегодня, особенно для людей старшего возраста. Народные средства всегда подбирались с учетом возраста. После 50 лет кожа и сосуды становятся чувствительнее. Поэтому вместо агрессивных средств использовали мед с солью. Смешивали 1 столовую ложку меда и щепоть мелкой соли, наносили на ткань и прикладывали к ушибу на 30-40 минут, 1 раз в день. Это улучшает кровообращение и мягко снимает воспаление. Важно не использовать при аллергии на мед. Старые врачи ценили это средство за его простоту и безопасность. Иногда именно такие рецепты работают лучше всего. Есть признак, который нельзя игнорировать. Если после ушиба появляется пульсирующая боль, нарастающий отек или ограничение движения, старые врачи советовали не тянуть. Это может быть не просто ушиб. Я всегда говорю, народные методы — помощники, но не замена здравому смыслу. Однако в большинстве бытовых случаев, если все делать правильно, тело восстанавливается само. Дальше я расскажу, как избежать повторных травм и почему раньше люди падали реже даже в пожилом возрасте. Это важная часть, о которой сегодня почти не говорят. Раньше врачи уделяли большое внимание устойчивости тела. Они советовали простое упражнение для профилактики ушибов – упражнение на равновесие. Стоя у опоры, держась одной рукой, медленно переносить вес тела с одной ноги на другую 10-15 раз. Делать ежедневно. Это укрепляет связки и улучшает координацию. Именно поэтому пожилые люди раньше реже падали и быстрее восстанавливались. Если вы хотите сохранить подвижность и избежать травм, начните с малого. И обязательно напишите в комментариях, было ли вам полезно это видео. Впереди финальная, самая важная часть с выводами и рекомендациями. Подводя черту, старые врачи всегда повторяли: ушиб – это не пустяк, а сигнал тела. Если к нему отнестись правильно, восстановление проходит быстро и без последствий. Холод в первые часы, покой, затем мягкое тепло, движение и питание – это простая система, проверенная десятилетиями. Люди раньше не имели дорогих препаратов, но знали главное – как не мешать организму. Именно поэтому они часто вставали на ноги быстрее, чем сегодня. Если вы узнали что-то новое, поддержите видео лайком. Так вы помогаете каналу делиться полезными знаниями дальше. Я всегда подчеркиваю, тело после 40 лет требует уважения, а не насилия. Никаких резких движений, никаких экспериментов через боль. Старые врачи учили наблюдать, уменьшается ли отек, светлеет ли синяк, возвращается ли подвижность. Это и есть признаки правильного восстановления. Если вы чувствуете, что делаете все грамотно, организм обязательно ответит. И если вам близок такой спокойный, разумный подход к здоровью, подпишитесь на канал «Доктор Здоровья». Впереди еще много полезных тем. Важно помнить и о психологическом моменте. После удара человек часто начинает бояться движений, особенно в возрасте. Но страх сковывает тело. Старые врачи говорили, уверенное, осторожное движение лечит лучше покоя. Маленькие шаги, простые упражнения, доверие к своему телу – все это ускоряет восстановление. В этом и есть настоящая медицина. Не в борьбе, а в сотрудничестве с организмом. Если вы знаете людей, кому эта информация может помочь, поделитесь этим видео. Возможно, вы убережете их от долгой боли. Я надеюсь, вы досмотрели это видео до конца не зря. Здесь нет чудес и волшебных средств, зато есть проверенные временем знания. Старые врачи оставили нам богатый опыт, который не устарел. И сегодня, когда тело болит или тревожит после ушиба, именно эти простые принципы работают лучше всего. Напишите в комментариях, какую тему здоровья вы хотели бы разобрать дальше. Я обязательно учту ваше мнение. Благодарю вас за просмотр. Меня зовут Сергей Иванович, и я искренне рад, что вы заботитесь о своем здоровье. Если видео было полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь им с теми, кому это важно. Берегите себя, слушайте свое тело. И до новых встреч на канале.